Hola, amigos! Всем привет из солнечной Мексики! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Сегодня мы путешествуем по самому острому штату Мексики, потому что он называется Табаско. Друзья, после Кампечи у нас произошла небольшая проблема. Мы сдали нашу машину в Мериде, где мы ее и брали. Оказалось, что мы не можем ездить по другим штатам, потому что здесь какие-то особые условия по страховке. И мы решили в Кампечи арендовать новую машину. Договорились. Приехали арендовать, нам оформляли документы очень долго. В итоге оказалось, что мы вообще не можем ее арендовать, потому что у нас нет кредитной карты. У нас есть только дебетовая, и то она зарубежная. Но, в общем, эта карта не подошла. Мы нашли, причем машину по выгодной цене, но ничего не получилось. В итоге мы уехали из Кампечи поздно вечером и приехали в штат Табаско под утро, поспали совсем немного и уже уезжаем из нашего отеля, в котором провели всего несколько часов. Но тем не менее, я считаю, что стоит его показать. Называется Garden Suites. И действительно, вы здесь находитесь как в саду. Штат Табаско, и в особенности город Камалькалька, знаменит тем, что здесь выращивают какао-бобы. Вот видите, мы сейчас видим вот здесь вот дерево какао. Здесь другие тоже деревья. И огромный сад. Поэтому так и называется Garden Suites. Здесь есть общественные туалеты. Также я знаю, что здесь иногда празднуют местные свадьбы, иногда приезжают из Вильямоса сюда на загородный отдых. Сад большой, и зачастую гостей здесь угощают фруктами с этих деревьев. Также, если вы решите остановиться здесь подольше, есть небольшая беседка, где можно устроить пикник. Сейчас покажу вам нашу комнату, которая больше похожа на квартиру. Здесь у нас студия из гостиной и кухни. Есть столик, где можно попить кофеечек, покушать. Даже можно что-то готовить. Есть электрическая плитка, небольшой набор посуды, раковина, кофемашина и холодильник. Также нам заботливо принесли фрукты из сада. Здесь манго. И посмотрите, здесь есть плод какао. Не знаю, как его правильно едят. Я знаю, что из него готовят и используют практически как овощ. А еще этот район знаменит именно выращиванием какао-плодов, поэтому здесь их можно встретить в многочисленных поместьях. Очень красивая здесь стена с часиками. Есть небольшая софа, столик. Помимо этого у нас есть спальня. Мы попросили разместить нас втроем, поэтому у нас 2 двухспальные кровати, кондиционер, красивое зеркало, комната чистая, светлая, даже несмотря на то, что сейчас достаточно пасмурно на улице. Телевизор, полочки, вешалки. Также у нас есть душевая комната, здесь все чистенько, раковина, унитаз и, конечно же, сам душ. Отличный напор горячей воды, есть гель для душа. Поэтому мы здесь отдохнули и сейчас отправляемся дальше путешествовать по штату Табаско. Ребята как раз собираются и складывают чемоданы в багажник. Расскажи немножко про нашу новую машину. Так, наша новая машина чуть хуже прежней и чуть дороже. $36 в сутки, но это нам повезло, не знаю, это он еще, наверное, не рассказывал. Вот, столкнулись мы с тем, что наш предыдущий автомобиль, он мог эксплуатироваться в связи со страховкой только лишь на полуострове Юкатан. А мы, как вы знаете, любим путешествовать по всей стране. Поэтому мы арендовали другой автомобиль, это Dodge, какой-то своеобразной марки, простой. Вот, удалось договориться на $36 в сутки. Ну, тоже, нам главное что? Чтобы был автомат, чтобы был багажник, чтобы можно было путешествовать, трое человек смогли разместиться. Вот, поэтому доехали. Вчера мы проехали 7 часов, порядка 380 километров. Вот, приехали в
5 часу, заселились, поспали. Ну, в общем, шикарно, шикарно. Как я вам уже говорила, Табаско славится выращиванием и производством шоколада. Пока мы ехали сейчас до кофейни, мы видели очень много поместьев, где выращивают шоколад, но, к сожалению, в воскресенье они многие закрыты, а другие, которые открыты, они не проводят на фабрику. Сейчас вот мы заходим в кофейню, где также продают шоколад, и везде мы видим статуэтки какао-бобов. Верно, вот эта штука очень вкусная, перчики маринованные. В этом магазине большой ассортимент различного кофе, а также, конечно же, соусы. Представляете, если приобрести соус Табаско в штате Табаско. Шикарно звучит. Мы не планировали делать этот обзор, но оказалось это очень интересным. Во-первых, горячий шоколад здесь безумно вкусный. Это правда. Во-вторых, мы еще взяли некую сладость кукурузную. Она прям так в початке, там на прилавке лежит. Я думаю, что это вообще маленькая кукуруза молодая, которую можно будет вот так вот погрызть. Но это какой-то десерт великолепный. Не, ну такого мы еще не пробовали. То есть на вкус выглядит как некий пирог какой-то, но по вкусу прям кукуруза. Для тех, кто любит именно кукурузу, рекомендуется. О, и мы кофеечек принесли. Gracias. Также на пробу взяли еще одну сладость. Называется кукурузный хлеб, либо кукурузный пирог. Консистенция просто более густая, но в целом интересно. Али, как тебе данный десерт? Ну, он менее сладкий, чем вот этот початочек, который мы пробовали до этого. И в нем как больше ингредиентов, как будто вот здесь вот очищается от плевел кукуруза, а вот в хлебе нет, она как будто такая более твердая. Вот это вообще вот нежнятина. Сейчас мы приехали в археологический парк, который называется Камалькалько. И по воскресеньям здесь вход совершенно свободный, поэтому нам повезло. В обычный день, насколько мы видели, стоимость 95 песо с человека. Название Камалькалько образовано от слова камаль, что обозначает сковородка для приготовления лепешек тортильи. И поэтому это место называют дом сковородки для приготовления лепешек тортильи. Обратите внимание, что все эти пирамиды, которые мы здесь видим, они построены на холме. Это сделано не просто так. Я сейчас специально вам показала землю, то что она мокрая и влажная. Таким образом, местное население хотело защитить себя от повышенной влаги, и поэтому строили эти пирамиды на возвышении. А еще обратите внимание, кирпич очень отличается от того, который мы видели на других пирамидах. Дело в том, что на этой территории вообще нет камня, и поэтому местные выжигали глину и получали таким образом кирпич. А для того, чтобы все это скрепить и построить, они использовали специальный известняк. Смешивали песок и ракушки, поэтому материал получился плотным, так что пирамиды стоят до сих пор. Всего на этой территории было найдено 15 зданий. Какие-то служили храмом, какие-то религиозным сооружением, а какие-то просто жилищем для местного населения. И еще стоит отметить внимание, если здесь увидеть просто холм, то, возможно, там внутри, под этим холмом, еще не раскрытая пирамида. Этот археологический комплекс делится на несколько территорий. Например, есть Восточная площадь, есть Большой Акрополис. И вот сейчас перед нами открывается Большой Акрополис. Посмотрите, как он выглядит. Видите вот эти холмы? Это значит, что под этим холмом зарыта пирамида, и ее еще не раскопали. Благодаря тому, что это место еще не раскручено, сюда можно проходить в воскресенье бесплатно, а так это стоит совершенно недорого здесь побывать. Но, посмотрите, можно забраться на эти холмы, и по факту вы находитесь на вершине пирамиды, потому что под этим холмом находится пирамида. Еще отличие в том, что здесь на некоторые пирамиды можно даже подняться. Вот как сейчас, например.
Мы идем, идем, идем. И тут можно раз. Опа. И забраться повыше. С левой стороны мы видим археологические раскопочки, а с правой стороны вот одна игуана бегает, вот вторая маленькая, смотрите, сейчас вот она наверх побежала, побежала, побежала. На самом деле игуаны очень боятся людей, не меньше, чем некоторые люди боятся игуан. Вот они бегают, 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 бегают. Сейчас мы видим скульптуру, которая характерна для народов Ольмека. После пирамид мы планируем поехать в музей, где увидим таких скульптур очень много. На самом деле здорово, что можно свободно гулять по руинам. Где-то висят канаты оградительные, но очень-очень много мест, где можно прогуляться по лабиринтам, по развалинам. Наше общее мнение, что сюда нужно приезжать обязательно, потому что место очень живописное, вокруг холмы, еще продолжаются раскопки, много-много зелени, можно гулять по различным руинам, ну а также свободный вход, друзья, и людей мало, то есть сплошные плюсы. Нам здесь очень-очень понравилось, пробыли мы здесь минут 45, но здесь можно находиться и час, и два, но нам пора ехать на следующую достопримечательность. Ровно за час мы домчали из города Камалькалька в город Вильяэрмоса. Здесь располагается парк скульптур народов Ольмека. Эти скульптуры весят до 10 тонн. Также здесь находится зоопарк под открытым небом. Стоимость 58 песо, и билеты нужно приобретать до 4 часов. Пока мы видим черепашек, крокодилов, до этого были обезьянки. Черепашки очень удачно спрятались. В зоне зоопарка были обнаружены еще кабанчики дикие. Ну, надо признать, что у них вольер побольше, чем загородные дома у многих. Также нами был здесь обнаружен ягуар. Вот такой черный красавчик. Лежит, отдыхает. При входе в археологическую зону нас встречает, во-первых, огромное дерево, во-вторых, статуя создателя этого музея, никто иной, как Карлос Пелесьер Камарра. Скульптура из камня, которую мы встретили, называется бабушка. То есть мы видим здесь некую старушечку, которая держит некую сковородочку. И все это красиво на фоне огромного величественного дерева. Парк-музей называется Ла-Вента, в честь поселения, которое находится в штате Табаско. Это самый большой музей под открытым небом во всей Латинской Америке. Кстати, все эти скульптуры были созданы народом Ольмека. И вот одна из них – это скульптура молодого воина. Парк был назван в честь этого поселения, так как эти скульптуры были найдены именно там. Но помимо того, что там были эти скульптуры, в Ла-Венте оказалось нефтяное месторождение. И тогда мексиканский поэт американского происхождения решил спасти эти скульптуры и перевез их в город Вильяэрмоса. И открыл здесь музей в 1958 году. И совсем рядом скульптура еще более величественная, огромная просто скульптура старого воина, Вьехо. Гуляя по парку, мы можем здесь также видеть свободно разгуливающих коти. Вот такие вот пушистики, носатики. Очень много здесь местных коти.
Они, видимо, питаются какими-то жучками в коре дерева. Немножко, конечно, похоже на обезьянок, либо на енотиков. Такие вот милые создания. Серьезно? Серьезно. Они забирают телефоны у людей. Ты видел, как они пару выжили? Пожалуй, не стоит оставлять так камеру, потому что поговаривают, что эти коти, еще те мартышки, они могут выхватить даже телефон. Прогулка выглядит приятной, несложной. Гуляешь по лесному массиву, смотришь огромные каменные скульптуры, любуешься природой, животными. Иногда, правда, бывают комары, которые назойливо пристают к вам. Но это же мелочи. Сейчас проходим небольшой пруд, опять же таки с крокодилами, которые отдыхают вальяжно здесь. Вот такая незамысловатая композиция. Кого бы вы думали? У вас есть 5 секунд, чтобы дать ответ. А вот так вот авторы видят обезьяна, смотрящая в небеса. В парке помимо приятной прогулки, также здесь очень все хорошо оборудовано. Есть и скамеечки, чтобы посидеть, есть информационные таблички, на которых написано обозначение всех скульптур. Место очень-очень красивое. И напоследок еще одна огромная скульптура головы. Знаете, пирамиды, которые в Камалькалька, они для меня лично на первом месте среди всех посещенных при мне пирамид. И Ушмаль, и Чеченица очень дорогие, по 600 песо. Это по 100 песо в будний день, а в воскресенье, как мы пришли, вообще бесплатно. К тому же многое там еще не разведано, много где можно гулять, замечательные цвета вот эти природные, и не так много людей. Поэтому для меня, конечно, абсолютное открытие вот эти пирамиды в Табас, которые находятся в районе Камалькалька. Ну и вот этот вот парк, ничего такой, вот эти вот виды телекомпании «Вид», замечательно. Штат Тобаско у нас сегодня порядком удивил. Хорошо, что мы не пропустили это местечко, что мы сюда приехали, погуляли по археологическим местам, по храмам. А если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно пишите в комментариях и ставьте нам лайки. А мы продолжаем путешествовать. Всем пока! Всем пока! Скоро увидимся!